Все началось в тот момент, когда группа египтологов, вооруженных самыми современными приборами, сканировала подземные слои под одной из малых пирамид, расположенных неподалеку от легендарной Гизы. Никто тогда не ожидал, что стандартное исследование земной толщи внезапно покажет аномалию, идеально симметричную полость на глубине в почти 30 футов под основанием древнего монумента. Аппаратура фиксирует контуры, и становится ясно, речь не идет о природном образовании. Здесь скрыто нечто, что не открывали на протяжении тысячелетий. Любопытство археологов быстро превращается в настоящий научный ажиотаж. Через несколько дней после находки на место стягиваются эксперты из разных стран, инженеры, чтобы аккуратно пройти через несколько слоев камня, не повредив уникальную структуру. Работы ведутся только ночью, чтобы защитить раскопки от глаз случайных зевак и предотвратить любые попытки мародеров проникнуть внутрь. Каждое движение фиксируется на видео, в земле аккуратно вырезается шахта, через которую начинают удалять тяжелые блоки весом почти в тонну каждый, используя специальное оборудование и команду крепких рабочих. Все действия ведутся под контролем полиции Египта. Атмосфера вокруг пирамиды накалена до предела, по периметру выставлены вооруженные патрули. Официальные лица отказываются давать пояснения журналистам, слишком большая сенсация, чтобы рисковать. На место прибывают эксперты по древнеегипетским иероглифам, а также специалисты по радиологическому анализу, ведь никто не знает, что может ожидать за закрытой дверью. Когда шахта наконец углубляется достаточно, исследователи встречают первый, будто намеренно замаскированный, отполированный известняковый блок. На его поверхности угадывается едва заметная выемка, напоминающая дверной проем. С помощью миниатюрного эндоскопа археологи просматривают внутреннюю часть полости. Впервые за тысячи лет человеческий глаз заглядывает туда, где никто еще не был после древних строителей. Камера фиксирует темноту и странные золотисто отливающие поверхности вдали. Но самое невероятное ждет дальше. Экспедиция осторожно расчищает проход, удаляя остатки известняка, и, наконец, вскрывает тайную камеру. Внутри огромная комната, стены которой полностью покрыты росписями и загадочными символами. Осветив помещение мощными фонарями, археологи понимают, это не очередной погребальный колодец и не склад для инструментов. Атмосфера внутри комнаты буквально заряжена историей, все покрыто слоем мельчайшей пыли, которой никто не касался с античных времен. Комната прямоугольной формы, шириной около 15 футов и длиной почти 30 футов, оказалась заполнена необычными предметами. В первом же углу исследователи находят массивный саркофаг из темного зеленого гранита, покрытый сложной резьбой. Рядом виднеются сосуды из золота и слоновой кости, а часть стены украшена барельефами, изображающими женскую фигуру в короне с головой кобры. Стало ясно, обнаружено захоронение, которое не имеет аналогов среди известных усыпальниц. Почва буквально замерла от напряжения, когда наконец прозвучало первое предположение — это утерянная гробница Клеопатры. Но еще большее изумление вызывает следующее обстоятельство. По всей комнате разбросаны предметы, которые явно не характерны для типичных царских гробниц Египта. Среди них фрагменты греческой керамики, предметы женского и мужского туалета, таблички с надписями на неизвестном диалекте. Все говорит о том, что здесь когда-то разыгрывалась драма, связанная с последней царицей Египта, и, возможно, эта гробница скрывает гораздо больше секретов. Прежде чем приступить к расшифровке обнаруженных символов, археологи решают тщательно задокументировать каждый элемент интерьера. То, что ждет их дальше, обещает перевернуть все представления о судьбе Клеопатры. Мгновенно после первичного осмотра главную роль берет на себя команда эпиграфистов. Вся поверхность комнат буквально покрыта линиями и пиктограммами, россыпи мелких иероглифов, длинные колонны знаков, странные символы, явно выбивающиеся из традиционного стиля времен Птолемеев. Эксперты осторожно очищают участки стен мягкими кистями, фиксируя каждую деталь на мощные фотокамеры. Главный археолог подмечает уникальное сочетание. Египетские иероглифы перемежаются греческими буквами, а местами угадываются даже наскальные рисунки в стиле эллинистического периода. Один из специалистов по птолемеевским надписям сразу выхватывает взглядом фразу, вырезанную в центре задней стены. «Царица двоих миров, Клеопатра Филадельфа, разделенная судьбой между Востоком и Западом». Еще больше интригуют детали вокруг саркофага. На его крышке сцена, женщина с царским скипетром и двойной диадемой, протягивающая руку фигуре в греческом плаще. Подпись на древнегреческом сообщает «Последняя из лагидов».
Тут же необычный знак — сплетение кобры и филина, который раньше не встречался ни в одном из известных египетских некрополей. Переводчики спорят, это личный символ Клеопатры или секретный знак посвященных. В самой нише, где покоится саркофаг, археологи обнаруживают серию миниатюрных золотых флаконов для благовоний, а две тяжелые печати из лазурита содержат гравировки с редкими эпитетами, дарующие свет и обретшие бессмертие среди звезд. Пока команда специалистов разбирает надписи, другой эксперт замечает у самого основания стены необычные метки, нанесенные красной охрой. Они образуют полукруг с маленькими фигурками львов и львиц, которые символизируют силу и власть. В центре мотив — глаз горы, из которого тянется волнистая линия к изображению ладьи, где ясно различимы две человеческие фигуры — мужская и женская. Одна из фигур держит в руке свернутый свиток с подписью на египетском дематическом письме, обретенное на заре новой эры. Археологи мгновенно связывают этот сюжет с легендами о бегстве Клеопатры от римлян и ее исчезновении после падения Александрии. Вскоре появляется еще один ключевой элемент. Одна из мозаик на полу выделяется материалом. Она выполнена из редкого лунного обсидиана, привезенного только с греческих островов. В геометрических узорах отчетливо видна корона в форме рога изобилия и изображение египетской богини Исиды, в которую, по преданию, Клеопатра зачастую себя ассоциировала. Эти детали подтверждают, усыпальница принадлежит не анонимной знатной женщине, а именно Клеопатре, как минимум в представлении ее современников. Важную роль играет обнаруженный в нише фрагмент деревянной таблички, покрытой восковым слоем для письма. Под увеличением видна аккуратная надпись, выполненная тонким стилом. 6-й год правления Клеопатры, сражение еще впереди, но победа будет принадлежать свету. Анализ древесины показывает, дерево привезено с острова Родос, что снова наталкивает исследователей на связь с эллинистическим миром. Одновременно с расшифровкой текста реставраторы осторожно прикасаются к росписям. Пигменты яркие, линии четкие, а клеймо в углу подтверждает эпоху поздних Птолемеев. У некоторых надписей зафиксированы символы, похожие на шифр. Возможно, личные заметки Клеопатры или тайные послания для тех, кто придет позже. Параллельно проводится спектральный анализ краски. Выясняется, что золотая пудра содержит экзотические примеси, не встречавшиеся в других королевских усыпальницах. Химический состав указывает на торговые пути через Красное море. В боковом помещении группы находят еще одну сенсацию — компактный металлический цилиндр, украшенный гравировкой с изображением сокола и подписью «Слава вечности». Внутри цилиндра маленький свиток, написанный на греческом и египетском. Это короткое послание прощания, вероятно, адресованное сыну Клеопатры, Цезариону. В нем упоминаются идеи о единстве двух народов и тайнах, спрятанных под тенями пирамид. Пока эксперты продолжают сопоставлять фрагменты надписей, археологи тщательно составляют карту символов. Обнаруживается, что все ключевые росписи как бы указывают к центру комнаты, где расположен саркофаг. Становится очевидно, каждая деталь этой символики создана, чтобы подчеркнуть уникальный статус владелицы гробницы среди прочих правителей Древнего Египта. Так, комната наполняется оживленными обсуждениями, а специалисты торопятся закончить расшифровку, ведь впереди команду ждет главная интрига — попытка проникнуть в само неприкосновенное захоронение, чтобы впервые за тысячелетия взглянуть на то, что скрывается внутри саркофага, и какие еще тайны последняя царица Египта приготовила для своего потомства. Наступает момент, которого боялись и ждали одновременно — вход в неприкосновенное захоронение. Каждый шаг теперь требует максимальной осторожности. Около саркофага выстраиваются ведущие археологи, рядом с ними специалисты по безопасности и реставрации. Вся процедура идет под запись, для фиксации малейших деталей. Маски на лицах, перчатки, инструменты из мягких сортов дерева и слоновой кости. Главное условие — не нарушить древнюю энергетику усыпальницы. Сначала проверяется саркофаг на наличие ловушек или тайных механизмов. Используют портативные рентгеновские приборы, чтобы просветить каменную крышку. Изображение на экране показывает сложную систему замков внутри пазов, явно предназначенную для защиты содержимого от чужаков. Все работает филигранно. Внутри обнаруживается подвижная металлическая пластина с гравировкой в виде полумесяца и змеи. Чтобы не повредить уникальный замок, привлекают эксперта по древним механизмам. Тот с помощью тонкой бронзовой шпильки аккуратно нажимает на пружину. Слышится легкий щелчок, и крышка сдвигается с места на 1 дюйм.
Сразу после этого команда фиксирует уровень влажности, температуру и даже состав воздуха над саркофагом. Это стандартная мера, ведь резкий перепад может повредить древние ткани и органику внутри. Несколько минут команда ждет, пока показатели стабилизируются. Затем подается сигнал «Разрешение на вскрытие». 4 рабочих с помощью особых такелажных лент начинают медленно поднимать крышку саркофага, вес которой превышает 1000 фунтов. Гранит едва скользит вверх, появляется щель, откуда вырывается поток холодного, застоявшегося воздуха с характерным ароматом ладана, смолы и мумифицирующих масел. Камеры фиксируют содержимое. Первый слой — плотная ткань, свернутая в несколько раз. Это льняное полотно отличного качества с золотистыми вставками по краям. На поверхности кусочки бирюзы, малахита и медные пряжки в форме жука-скоробея. Рядом обнаруживается амулет, украшенный греческой надписью «Царица света». Эти предметы аккуратно снимаются и укладываются в специально подготовленные контейнеры, чтобы тут же отправить их на анализ. Под слоем ткани появляется деревянная вставка из кедра, искусно инкрустированная золотом и расписанная красными и синими красками. Здесь видно женское лицо с большой диадемой и серьгами в форме орла. Эксперты сразу отмечают, портретный стиль характерен для эллинистического периода и мог быть выполнен только по заказу самой царицы. Вдоль краев вставки выгравировано имя — Клеопатра VII. Ни один ранее найденный саркофаг не содержал столь подробной идентификации личности. Аккуратно приподнимая деревянную вставку, археологи наконец видят мумию. Она обернута льняными повязками, скрепленными миниатюрными золотыми пломбами в форме анхов. На груди обнаруживается массивная нагрудная пектораль с изображением Исиды, держащей в руке уробороса. Вдоль тела рассыпаны жемчужины и золотые миниатюры змей. Особое внимание привлекает перстень на левой руке мумии с выгравированной надписью на греческом языке «Клеопатра, любящая Александра и Рима, дочь солнца». С научной точки зрения находка мумии в подобном состоянии беспрецедентна. Ткани не разрушились, лицо частично сохранило черты, даже отдельные пряди волос зафиксированы смолой и остатками благовоний. Эксперты сразу фиксируют рост мумии, чуть более 5 футов 3 дюйма, и необычную татуировку на правом запястье, зигзагообразная линия, заканчивающаяся маленьким глазом гора, что ранее нигде не встречалось среди царских усыпальниц. В нижней части саркофага обнаруживаются еще 2 компактных свертка. Первый — плотно обернутый лоскут ткани с вышитыми золотистыми пчелами, символом царской власти. Под ним маленькая шкатулка со свитком папируса. На нем послание, написанное смесью дематического и древнегреческого письма. Перевод. Пусть будущие века узнают, что Клеопатра осталась верна наследию 2 миров. Здесь начинается новая эра света. Второй сверток — это набор миниатюрных сосудов с остатками нерастворимых масел и благовонных паст, среди которых определили редкий ирис, цветок, считающийся знаком царской чистоты. В самой нише саркофага на стенке зафиксирован бронзовый диск диаметром почти 6 дюймов. На его поверхности выгравировано изображение соединенных рук, символ союза Египта и Эллады. В центре размещен алый камень, вероятно, гранат, а вокруг круговая надпись «Покоящаяся вечно под сенью пирамид». Такая композиция находит отклик только в эллинистических культовых предметах. Как только главная камера саркофага очищена, команда завершает первичный осмотр, маркирует каждый артефакт и переносит их на временный лабораторный стол прямо в тайной комнате. С этого момента каждую находку будут анализировать отдельно — химики, текстильщики, специалисты по ритуальным предметам. Но и вне саркофага ведутся работы. Неподалеку обнаружена еще одна запечатанная ниша с следами подпалин на стенах, словно здесь пытались что-то скрыть или зашифровать. Исследования идут параллельно по всем направлениям. Особое внимание привлекают недавно найденные золотые флаконы, которые оказались заполнены остатками редких масел, доставленных из Финикии. По расчетам, стоимость каждого из них в Древнем Египте превышала стоимость целой деревни. В углу саркофага между ступнями мумии находят прозрачную пластину из горного хрусталя, на которой выгравировано солнце и 2 летящие птицы, символ восхождения души к вечности. Эксперты фиксируют этот предмет как частный ритуальный талисман, возможно, личный амулет царицы. За несколько часов археологи открывают еще несколько удивительных слоев. Под ложем мумии выявляются остатки натертого серебра. Вероятно, это части церемониального плаща, который был украден или рассыпался от времени.
Биологи немедленно берут пробы для последующего ДНК-анализа, чтобы окончательно подтвердить личность владелицы захоронения. Тем временем внимание экспедиции переключается на необычные находки среди погребального инвентаря: фрагменты греческих театральных масок, миниатюрные золотые весы, изображения мифических существ. Все эти предметы не только подчеркивают уникальность личности, но и говорят о сложнейших переплетениях культурных и религиозных традиций эпохи. Атмосфера насыщена предчувствием еще больших открытий, ведь найденные артефакты обещают пролить свет на события, которые прежде считались тайной под 7 печатями. И пока команда продолжает фиксировать каждую деталь, впереди ждет не менее сенсационный момент, когда обнаруженные сокровища начнут раскрывать новые факты, окончательно меняя представление о судьбе и наследии последней царицы Египта. Когда крышка саркофага оказалась полностью открыта, а все необходимые замеры проведены, археологи начинают одну из самых щепетильных операций — извлечение предметов, сопровождавших погребение. Любой найденный артефакт тщательно фиксируется, фотографируется и аккуратно упаковывается. Первое, что бросается в глаза — миниатюрные золотые статуэтки, уложенные вдоль тела мумии. Среди них — фигурки богини Исиды с распростертыми крыльями, миниатюрный бюст Александра Македонского, украшенный инкрустацией из бирюзы, а также необычный образец — голова медузы Горгоны, выполненная из черного обсидиана с глазами из белого агата. Чуть дальше у изголовья обнаруживается крохотная диадема из чистого золота, в центре которой закреплен алый рубин. По периметру диадемы выгравированы мелкие символы, сочетающие греческие и египетские мотивы. Такой артефакт впервые встречается в египетских некрополях. До этого момента считалось, что подобные диадемы были лишь частью церемониального убранства эллинистических властителей. Рядом на шелковой подушке покоится тяжелый браслет с выгравированной сценой коронации, выполненной в смешанной технике. На нем видна царица, принимающая символы власти одновременно от египетских жрецов и греческих воинов. В ногах мумии найден длинный цилиндрический сосуд из горного хрусталя с тончайшей крышкой. Внутри остатки благовонного масла, запах которого ощущается даже сквозь века. Анализ подтверждает, композиция смеси уникальна и включает компоненты, импортированные с территории Персии. Эксперты предполагают, это был личный парфюм Клеопатры, рецепт которого до сих пор считался утраченным и описывался лишь в античных текстах. В отдельной нише под саркофагом обнаруживаются свернутые куски ткани из настоящего шелка. Удивительный материал, импортированный с Дальнего Востока. Ткань окрашена в насыщенно синий цвет, а по кромке идет золотая вышивка в виде скорпионов и лотосов. Упоминания о шелке в египетских гробницах чрезвычайно редки, что снова подтверждает высокий статус погребенной и международный масштаб ее связей. Под слоями ткани спрятан ключевой артефакт — массивный амулет в форме перевернутой пирамиды, высеченный из синего лазурита. На обратной стороне амулета выгравирован текст на дематическом письме, в котором упоминается тайна, сохраняемая для тех, кто достоин знания. Чуть поодаль ведущий археолог замечает среди рассыпанных мелких предметов миниатюрную серебряную лиру, копию музыкального инструмента, на котором, согласно мифам, играли только избранные вельможи. На кефаре выгравировано имя Птолемей и дата, соответствующая 6-му году правления Клеопатры. Также рядом лежит фрагмент папируса, текст которого представляет собой перечень редких благовоний и компонентов для ритуалов, часть из которых встречается только в Индии и на острове Крит. Еще одним сюрпризом становится открытие скрытой ниши в стене, которая срабатывает после нажатия на один из резных символов у изголовья саркофага. Внутри ниши комплект миниатюрных греческих театральных масок, каждая из которых выполнена из тонкой слоновой кости и покрыта слоем золота. По бокам ниши пара серебряных монет с чеканкой профиль Клеопатры. Одна из них датируется 1-м годом ее единоличного правления, вторая — годом союза с Марком Антонием. Пока эксперты осматривают нишу, реставратор бережно извлекает из-под остатков одеяний длинную золотую шпильку. На ее конце резная фигурка в виде ладьи с парусом и миниатюрной короной наверху. Такой предмет мог использоваться как элемент для крепления царской прически, одновременно являясь символом власти над морскими путями между Египтом и эллинистическим миром. В отдельном ларце, у изножья саркофага, археологи находят коллекцию драгоценных сосудов. 6 из них выполнены из чистого золота, еще 3 — из прозрачного горного хрусталя, украшены резными изображениями львов и грифонов.
В каждом сосуде, несмотря на истекшие века, сохранился осадок. Эксперты сразу берут пробы для химического анализа. По предварительным данным, состав масел включает редкие смолы, которые в древности доставлялись в Александрию из Восточной Африки. Среди сосудов особое место занимает кувшин с изображением головы царицы с двойной диадемой. Точная копия такого изображения встречается только на сохранившихся фресках Птолемеев. Внимание исследователей привлекает еще один необычный предмет — тяжелый бронзовый ключ, украшенный спиральной гравировкой. На его ручке выгравирован символ сдвоенной змеи и подпись на древнегреческом «Путь к вечности». Такой ключ мог открывать внутренние помещения гробницы или быть частью сложного ритуала перехода между мирами. Особый интерес вызывают золотые слитки нестандартной формы, которые лежат прямо под головой мумии. Каждый слиток покрыт клеймами, включающими имя Клеопатры, изображение головы Антония и сложный узор в виде сцепленных рук. Присутствие подобных слитков в царском захоронении подтверждает предположение о сокровищнице, созданной не только для демонстрации власти, но и для возможного финансирования тайных операций на закате династии Птолемеев. Рядом с мумией обнаруживают еще одну сенсацию — миниатюрный кубок из розового кварца, на ножке которого выгравирована сцена возлияния. Царица подносит кубок в стиле эллинистических празднеств. Его содержимое превратилось в кристаллизованную массу, которую специалисты тут же начинают анализировать на предмет возможных остатков вина или ритуальной жидкости. Чуть поодаль, за обломками декоративных панелей, внимание группы привлекает небольшой сундук с крышкой из кедра. Внутри стопка тонких золотых пластин, на каждой из которых выгравированы отрывки текста. Сравнив почерк, эксперты убеждаются, почерк соответствует стилю писцов последнего поколения Птолемеев. Это, возможно, личные послания, письма или даже черновики речей, написанных самой Клеопатрой для официальных церемоний или тайных встреч. Открытие столь широкого спектра уникальных артефактов повергло экспедицию в состояние настоящего шока. Каждый предмет не просто украшение или символ, а часть сложной исторической мозаики последней эпохи независимого Египта. Находки требуют самой тщательной экспертизы, ведь как только все артефакты будут дешифрованы и изучены, они могут раскрыть неизвестные страницы жизни Клеопатры и пролить свет на загадки античного мира, которые тысячелетиями считались утраченной частью истории. Стоит только взглянуть на детали открытой гробницы Клеопатры, чтобы понять, найденное под пирамидой полностью меняет привычное представление о последней царице Египта. Первая сенсация — мумия, сохраненная настолько хорошо, что специалисты уже проводят серию анализов, чтобы восстановить точные черты лица, структуру волос и сравнить генетику с останками царских династий Эллады. Изучение ДНК, взятой с внутренней стороны век мумии, выявляет уникальные маркеры, которые встречаются как у древних македонян, так и у древних египтян. Такая смесь подтверждает исторические сведения о двойственном происхождении Клеопатры и подчеркивает ее роль как символа объединения двух миров — Египта и Греции. Ничуть не уступают по значимости найденные письменные источники. Серия золотых пластин содержит тексты как на древнегреческом, так и на дематическом египетском письме. Во многих из них встречается дата — 6-й год правления Клеопатры, а также многочисленные упоминания политических союзов с эллинистическими государствами. Одной из самых громких находок становится пластина с отрывком трактата, посвященного устройству флотилии Клеопатры и инструкции по переговорам с Римом. Из этих документов следует, что последняя царица Египта не просто принимала участие в политических интригах, она стратегически выстраивала отношения между Востоком и Западом, используя тайные дипломатические миссии и даже подпольную сеть агентов. Расшифровка росписей на стенах и мозаики подтверждает, именно здесь скрыт фундаментальный перекресток эллинистической и египетской культур. Многие символы ранее были неизвестны даже специалистам по Птолемеям. Например, изображение двойной ладьи с двумя равными фигурами, Клеопатры и Цезариона, доказывает, что царица искала для своего сына легитимизацию как преемника и в греческой, и в египетской традиции. Эксперты фиксируют, что мотив глаз Гора, соединенный с рогом изобилия и короной Исиды, встречается только на изображениях этого захоронения. Это значит, что Клеопатра намеренно создавала особую сакральную программу для будущих эпох, не просто оставляла потомкам свое имя, а формировала образ универсальной правительницы. Особое внимание уделяют коллекции монет с уникальными клеймами и чеканкой.
Одна из монет датируется союзом Клеопатры с Марком Антонием, вторая — моментом отречения и бегства из Александрии. Эти монеты, вероятно, были изготовлены для внутрицарских ритуалов и не встречались в обращении. Их химический состав свидетельствует о том, что золото добывалось из отдаленных рудников Верхнего Нила, а обработка проходила уже в мастерских Александрии. Каждая монета содержит фрагмент зашифрованного послания. Например, одна из надписей переводится как «Единство светлого и темного, новая заря под сенью пирамид». Это переворачивает взгляд на экономическую и политическую автономию последних лет правления Птолемеев. Клеопатра не только боролась за трон, но и создавала собственную символику власти, скрытую от глаз римлян. Не менее важным становится анализ ювелирных находок. Диадемы, браслеты, амулеты и украшения, найденные среди артефактов, относятся к разным регионам. Эллинистические стили сочетаются с классическими египетскими мотивами, а техника инкрустации повторяет образцы, найденные на острове Родос и в античной Греции. Среди артефактов обнаруживается несколько перстней, каждый из которых украшен сценой с изображением парящих птиц над пирамидой. Это подтверждает, что Клеопатра, возможно, развивала собственную систему символов, не встречавшихся ни у египетских фараонов, ни у эллинистических династий. Отдельно изучаются содержимое сосудов из золота и горного хрусталя. Анализ остатков масел проливает свет на торговые маршруты, связывавшие Египет с Индией, Персией и островами Восточного Средиземноморья. Среди составных частей редкие смолы, встречающиеся только на территории современной Индии и Восточной Африки, а также экзотические экстракты, которые в античные времена доставлялись по загадочным морским маршрутам. Такой набор парфюмерии подтверждает легенду о Клеопатре, как о самой изысканной женщине своего времени и свидетельствует о влиянии царицы на международные рынки. Параллельно исследуется сложная система внутренних помещений. Секретные ниши, запечатанные бронзовыми замками, содержат в себе письма и миниатюрные маски для ритуалов. В одном из посланий, адресованных сыну Клеопатры, подробно рассказывается о таинственных соглашениях с лидерами Парфии и племенными князьями Северной Африки. Это доказывает, даже после официальной сдачи Александрии, царица вела подпольную переписку и планировала возможное возрождение династии. Каждый новый слой информации, буквально извлекаемый из-под вековой пыли, не только добавляет детали в биографию Клеопатры, но и заставляет по-новому взглянуть на историю античного Востока. По сути, теперь наука располагает уникальными сведениями о последнем десятилетии независимого Египта, документах, ритуальных предметах и дипломатических коммуникациях, которые были скрыты от историков больше 2000 лет. Так, открытая гробница не только доказывает личность и статус Клеопатры, но и раскрывает сложную, сознательно зашифрованную структуру эпохи. Археологи и историки погружаются в анализ этих находок, ведь в каждом артефакте, в каждой надписи и в каждом сохраненном предмете возможность полностью переписать представление о последней царице Египта и ее роли в истории мира.